крахом Османской империи вся династия была изгнана из Турецкой республики в 1924 году. Мужчинам монаршей семьи дали всего 24 часа, чтобы покинуть родину, а женщинам предоставили 10 дней. Затем на протяжении десятилетий въезд и транзит через Турцию всем членам Османской династии был закрыт. Читая историю о том, как жили члены королевской семьи в изгнании, с трудом сопоставляешь себе их судьбу с тем, что можно себе представить о жизни в Османском дворце. Они умирали от голода, в нищете и холоде, без документов, не имея крова над головой. Сегодня я расскажу вам одну историю султанши, которая была принцессой как по линии матери, так и своего отца Шахзаде Османской династии. Когда в 1924 году династия покидала Турцию, Нермин было всего 1 год. Имя девочки от рождения было другое, звали ее Хамиде, но затем из-за предрассудков, что имя несчастливое, она получила другое имя – Нермин. Родители Нермин развелись, а заботу о девочке взяла на себя ее бабушка на имя Султан. Где-то примерно в возрасте 5 лет ребенку был поставлен диагноз – туберкулез костей. Тогда они проживали в Ницце. Во время Второй мировой войны Нермин с бабушкой переезжают в Албанию, где девушку ожидал ее жених. Надо отметить, что жизнь османской принцессы никогда не была счастливой. Полжизни ей пришлось провести на больничных койках. Родители о ней не заботились, вместе с бабушкой они постоянно пребывали в нужде. С переездом в Албанию несчастья Нермин не закончились. Девочка, перенесшая туберкулез костей в раннем возрасте, была отправлена вместе с бабушкой в концлагерь Джихан-Харп. Затем умерла бабушка, а потенциальный жених Нермин был застрелен при начавшихся в тот момент народных волнениях. Молодая женщина осталась одна, и ей ничего не оставалось делать, как переехать в Египет к своему отцу. Она, между прочим, до того момента не видела своего отца целых 20 лет, потому что Шахзаде без паспорта не мог покинуть Каир. Но и здесь Нермин постигла тяжкая участь. Они жили в нищете. Нермин написала письмо правительству Анкары с просьбой о милости, но получила отказ. С военным переворотом в Египте сменилась власть, и эта новая власть заставила отца девушки покинуть страну за 24 часа. Нищие, голодные и без документов, Нермин с отцом приезжают в Алжир. Помощь для переезда им оказал посол Франции, предоставив Шевкету Эфенди удостоверение личности. Какое-то время семье удавалось сводить концы с концами, оплачивая съемное жилье, продукты, скромную одежду. Нермин была очень образованной девушкой и знала 6 языков, что позволило ей устроиться на работу в ООН на социальную службу. Затем семья переезжает во Францию. Там они арендовали дом и жили очень бедно, обедая даже не за столом, его у них попросту не было. Историки описывают, что длинными вечерами отец и дочь долго просиживали у окна, мечтая о том, что родина их простит и пустит домой, обратно. Но надежда на помилование таяла, и семья сгорала от тоски. Стены их скромного жилища были увешаны фотографиями османских султанов, а на стене красовался турецкий флаг. Однажды в дом ворвались бандиты, отец погиб, и Нермин осталась совсем одна. Писали, что у женщины даже не было денег, чтобы похоронить Шевкета Эфенди. Помощь пришла от окружающих соседей, христиан. Произошла эта трагедия в 1973 году, а в 1974 году мужчинам династии было разрешено вернуться в Стамбул. Отец Нермин не дожил до исполнения своей мечты всего 1 год. Он умер и похоронен на чужой земле. После смерти отца здоровье Нермин сильно пошатнулось, и она уже более не смогла встать с кровати.
Она по-прежнему не имеет никакого дохода, не может оплачивать жилье и заботиться о себе. Помощь женщине оказало правительство Франции, поселив ее в палате для нуждающихся в государственной больнице и назначив минимальную пенсию. Так прошло еще 25 лет. Все это время Нермин уже не могла двигаться, а через некоторое время стала сильно терять зрение и почти не видела. От кровати Нермин не отходил ее лечащий врач и его жена. Закрыв навсегда свои глаза в возрасте 76 лет, Нермин не переставала думать о родине, но так и не смогла туда вернуться из-за своего здоровья. Похоронена на кладбище сирот силами доктора Чарльза Терси и его жены. Так прошла жизнь принцессы Османской империи в изгнании, куда она была отправлена в возрасте 1 года. В 1942 году жившим по соседству с Нермин и ее бабушкой известный французский художник Анри Матисс нарисовал ее портрет. Он был сражен красотой этой девушки. Картина была продана на аукционе за баснословные деньги. А на сегодня все. Не пропускайте главное, подписывайтесь на канал и посещайте вкладку «Сообщество», чтобы узнавать про Османскую империю то, что остается за кадром наших видео.